Ну что, друзья-садоводы, всем привет! Апрель — это же самое сердце весны, когда все вокруг просыпается, а руки сами так и тянутся к земле. Начинается самый горячий посевной сезон. И чтобы урожай в этом году нас по-настоящему порадовал, давайте-ка воспользуемся старой доброй подсказкой от Луны. Разберемся, как ее ритмы могут нам помочь. Так, и как же это все работает? На самом деле никакой магии, чистая физика. Смотрите, любое растение, оно ведь на 80% состоит из воды. А Луна, как мы знаем, своим притяжением управляет всей водой на Земле. Приливы, отливы. Так вот, то же самое происходит и внутри растений, с их соками. Луна, по сути, дирижирует потоками энергии в каждом стебельке. И вот тут мы подходим к главному правилу лунного садоводства. Когда Луна растет, все соки, вся энергия устремляется вверх, к солнышку. И это, конечно же, идеальное время для посадки вершков, то есть всего, что растет над землей. Помидоры, огурцы, зелень, цветы, вот это все. А когда Луна убывает, все наоборот. Вся сила уходит вниз, в землю, к корням. Настает время корешков. Морковки, свеклы, картошки. Логично же? Так, что у нас по плану? Сначала закрепим лунные секреты, потом подробно, день за днем, пройдемся по каждой декаде апреля, ну и в конце соберем все в четкий план действий. Итак, поехали. Первый раздел — лунные секреты. Давайте еще раз проговорим наше главное правило. Вот оно, наше золотое правило. Запомнить проще простого. Вершки на растущую, корешки на убывающую. Это та самая основа, на которой мы и построим весь наш апрельский календарь. А теперь давайте посмотрим, как это работает на практике. Переходим к первой декаде апреля. Самое начало сезона, ответственное время, когда мы закладываем основу будущего урожая. Начинаем прямо с 1 апреля, луна растущая, так что можно смело сеять на рассаду томаты и перцы. А вот 2 числа — стоп, полнолуние. Это такой пик энергии, знаете, небольшой стресс для растений, так что лучше и им, и нам просто передохнуть. Зато потом, с 3 по 5 апреля на убывающей луне наступает звездный час для корнеплодов. Свекла, редис, ну и, конечно же, морковка. Кстати, про морковь. Есть тут один маленький садовый лайфхак. Ее семена покрыты эфирными маслами, которые, мешают им быстро прорастать. Чтобы помочь, замачиваем их в горячей воде, градусов так 50. А потом, чтобы не мучиться с мелкими семенами, берем обычную мокрую зубочистку и аккуратненько по семечку раскладываем в бороздки. Всхожесть будет просто отличная. Двигаемся дальше. С 6 по 8 апреля дни, скажем так, не самые урожайные, так что посевы лучше отложить. А вот с вечера 8 и до 10 совсем другое дело. Луна в Козероге, а это знак, что надо. В южных регионах уже можно сажать ранний картофель. Ну и для всех это прекрасные дни для посева зелени и красивых цветов, например, астр или бархатцев. Добрались до середины месяца? И вот тут, внимание, будет очень насыщенный период. Есть и невероятно удачные дни, и такие, когда к грядкам лучше вообще не подходить. Давайте сразу отметим красные дни календаря, когда мы просто отдыхаем. 11 и 12 апреля — Луна в бесплодном знаке Водолея, да к тому же в это время обычно Пасха. 15 и 16 — Луна в Овне, это тоже не лучший знак для посевов. Ну и, конечно же, 17 апреля — новолуние. В этот день вся энергия растений как будто спит в корнях, семена всходят очень плохо. Но без паники есть и отличные окна. 13 апреля — прекрасный день для холодостойких корнеплодов вроде редиса или репы. А вот 18 и 19 сразу после новолуния, это, пожалуй, вообще одни из лучших дней для посевов в апреле. Растения получатся крепкими, коренастыми, урожайными. Еще совсем не поздно посеять ранние сорта томатов. Ну что, финишная прямая, последняя декада апреля. В это время закладываем основу для раннего летнего урожая и думаем о посадках, которые будут кормить нас до осени. А кто не хочет свежих, хрустящих огурчиков вот прямо со своей грядки, да как можно раньше? Думаете, в мае это фантастика? А вот и нет. Если все сделать правильно в конце апреля, то первые огурцы можно будет срывать уже в следующем месяце. Итак, в чем фокус? 22 и 23 апреля — это идеальные дни, чтобы посеять огурцы на рассаду для теплицы. Но тут очень важен выбор семян. Нужны партенокарпические сорта, то есть самоопыляемые, которым не нужны пчелы. Обязательно смотрите, чтобы были ультраранние, со сроком созревания около 40 дней. И, конечно, чтобы они были устойчивы к нашим весенним перепадам температур.
Если не хочется долго выбирать и сомневаться, есть старая добрая классика. Сорта апрельский и зозуля уже десятилетиями доказывают свою надежность именно для ранних весенних посадок. С ними, как говорится, не прогадаешь. Что же делать в оставшиеся дни апреля? 24 и 25 дни не очень плодородные, но они отлично подходят для красоты, то есть для декоративных растений. С 26 по 28 хорошее время для пикировки рассады и высадки цветов, например, виолы. А в самые последние дни месяца можно сеять позднеспелую капусту, которая будет храниться всю зиму, и всякую ароматную зелень. Фух, вот и пролетел весь наш садовый апрель. Давайте теперь соберем все самое-самое важное в одну короткую и понятную шпаргалку. Итак, что нужно запомнить раз и навсегда? Луна растет, сажаем вершки. Луна убывает, сажаем корешки. В полнолуние и новолуние устраиваем и себе, и саду выходной. Следуя этим простым правилам и заглядывая в календарь, мы работаем вместе с природой, а не против нее. А она за это всегда благодарит щедрым урожаем. Ну что ж, теперь, вооружившись таким планом, можно смело приступать к делу. Ведь это же настоящее волшебство — видеть, как из крошечного семечка, благодаря труду и мудрости природы, рождается жизнь, богатых всем урожаев.